Здравствуйте, 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 здравствуйте. Привет, всем привет. Все здесь, все, кто хотел. Вообще я, знаете, кто-нибудь смотрел игра «Где логика»? Отлично, никого нет. Ладно. Давайте я тогда вас с ней познакомлю. Я вообще хотел сыграть в нее всю жизнь, но меня никто не зовет. Это на ТНТ Азамат Мусагалиев ведет. Ну, как бы, давайте мы с вами сыграем. У меня есть приз. Смотрите, какой хороший. Ну, так, чтобы сразу было на интерес играем. Да? О, уже лучше. Последним рядам видно? Лев. Так, хорошо. Смотрите, здесь у нас зашифровано понятие. Понятие, ну, его можно одним словом передать, но не обязательно. Одним, может быть, сложновато будет. Ну, можно несколькими, но все равно. Это понятие. И кто угадает, тому будет этот замечательный приз. На первом еле-еле с подсказками. Я сразу скажу, сложно, вот реально сложно. Но я вам буду помогать, так что за это не переживайте. Здесь не просто там это лица, здесь нужно точно знать, вот кто это и кто вот эти люди. Кто? Это к вам вопрос, кто? Неизвестные, замечательно. Даю подсказку, читающим легче будет. Кто читает? Так, кто руку тянул? Кто в левом верхнем углу? Дед. Хемингуэй, близко. Да, хорошо, неправильно. Так, еще. Есть варианты? Ладно, даю подсказку. Написал «100 лет одиночества». Кто написал? 100 лет одиночества. О, кто сказал? Отлично. Первого определили. Второй. Кто второй? Что написал? Фильм вышел недавно. Называется «На Западном фронте». Кто? Кто? Ремарк кто сказал? Ничего себе, Ольга, молодец. Лев, ну ты что-то губами там, ты погромче давай. Так, осталось третий. Кто вот эти люди замечательные? Группа. Кто? Queen, неправильно, но группа, замечательно, хорошо. Кто эта группа? На «Н» название? Нет, на «Н» это не Beatles, не Наутилус. В 70-х годах они выстрелили. Ну, понимаю, давно, но... Нет. На «Н» название, «Н». Нет. Кто сказал? Назарет. Замечательно. Теперь, смотрите, вот, мы уже близко, но еще не там. Нужно, чтобы дать ответ, нужно вот полное имя Маркоса, полное имя Ремарка, и тогда все получится. Ну-ка. Ну-ка, как Маркоса зовут? Нет, Эрик. Второе имя какое? Это про Ремарка. Эрик Мария Ремарк. Замечательно. Ольга, кажется, тянет на приз. Эрик Мария Ремарк. Вот, да? Маркоса как зовут? Не путать. Габриэль Гарсия Маркес. А теперь складываем. Что у нас получилось? Габриэль Гарсия Маркес, Эрик Мария Ремарк и Назарет. Что получается? Ангел в Назарете к Марии пришел. Правильно? Но если одним словом, это Благовещение, да? Ну, можно не Благовещение. Спасибо. Ангел пришел к Марии, да, в Назарете. Все, смотрите, как мы уже в отрывке, а вы и не заметили. Мощно заехали. Ну, хотя вы проснулись, да? В общем, я просто уже тогда скажу,
где этот отрывок находится, это Лука, 1 глава, с 26 по 38 стихи. Я зачитаю. Когда Елизавета была на 6-м месяце беременности, Бог послал ангела Гавриила в галилейский город Назарет, к деве по имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость, с тобой Господь». Марию эти слова очень удивили, и она размышляла, что бы значило такое приветствие. Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость. Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его Иисусом. Он станет великим, и его будут называть Сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол его предка Давида, и он будет царствовать над домом Якова вовеки, и его царству не будет конца». «Как это может быть?» – спросила Мария. «Ведь я еще не была с мужчиной». Ангел ответил: «Святой Дух сойдет на тебя и осенит сила Всевышнего. Поэтому ребенок, который родится у тебя, будет свят, он будет зваться Сыном Бога. Вот и твоя родственница Елизавета тоже родит сына в ее преклонные годы. О ней говорили, что она бесплодна, но она уже на 6-м месяце беременности. Для Бога нет ничего невозможного». «Я готова служить Господу», — ответила Мария. «Пусть все произойдет со мной так, как ты сказал». И ангел оставил ее. И тема сегодняшней проповеди — вызов младенца изменяться, чтобы менять. Попробуем разобраться, о чем это. Если коротко, вызов младенца. Да? Смотрите, о чем эта история. Первое, что, может быть, стоит отметить, что есть похожесть отрывка нашего с предыдущей проповеди. Кто помнит, о чем была предыдущая? О чем был предыдущий отрывок? Прошлой проповеди. Так, а отрывок, кто главный герой был? Захария. Так. И как вы думаете, чем наш отрывок похож? Смотрите, оба получают обещание о рождении сына, да? И там, и здесь. Угу. Оба сына будут великими. Похоже же? Оба будут рождены чудесным образом. Так? Ответ очень похож. Допустим, Захария говорит: «Как мне узнать?» А Мария говорит: «Как это будет?» Да? И они, опять же, ссылаются. Захария говорит: «Ведь я уже стар», да? А Мария говорит: «Ведь я еще не замужем», да? Вот. Но есть и отличия, да? Но давайте мы, знаете, у меня вопрос. Вот смотрите, Захария и Мария, они ответили очень близко, похоже ответили. Но почему-то Бог Захарию наказал, через ангела, да? А как наказал? Помните, да? Он до рождения 9 месяцев он молчал, не мог говорить. Да? То есть он не молодец, а Мария молодец. А все похоже. Да? Он и там говорит: «Не бойся». И там ответ похожий. А почему тогда Захарию Бог наказал, а Марию похвалил? Он как бы без слов, скажем так, молчаливо похвалил, да? Все-таки нашего Бога рожает, Иисуса. Так, вы думаете от этого? От этого Захарий все-таки это как бы служитель, он Иоанна родит, который будет крестить. А за что его наказывать? За то, что он пророка родил, Все-таки как священник был. Нет, понятно. Но ангел-то нам дает ответ. За то, что ты не поверил моим словам, да? А как он узнал, как он определил? Мария поверила, не поверила? Они ответили одинаково почти, что нет? Так. Что, за старость наказывать, что ли? Нет, опять же, смотрите. Ангел говорит:
ты не поверил моим словам. Как это выразилось? Давайте мы этот... А? Я же сtar вам сказал. Да. А тут как это будет? Да, я приняла, но как это произойдет? Ага. Отлично, неплохо. Давайте мы к этому вернемся. Вот, смотрите, что отличает, да, младенцев. Давайте поговорим. Во-первых, о Иисусе говорится, да, что Он кто? Он обещанный Мессия, тот, кого Израиль ждет давно, кто придет спасти. То есть это царь, да, по линии Давида. То есть ангел обращается в прошлое, в Ветхий Завет. Но во второй части он говорит, это сам Бог. И это разные понятия, да? То есть это Мессия, но это не просто Мессия, это не просто человек. Сам Бог войдет в историю человека. То есть, если сын Захарии будет пророком, этот пророк должен подготовить сцену для главного действующего лица. И это главное действующее лицо, он придет как тот, кто изменит историю. Он не просто переключит рельсы истории, да? Он эти рельсы проложит заново. То есть история пойдет совершенно по новому пути. И если мы посмотрим, вот на что повлияло христианство, да, в мире, на культуру, на торговлю, на политику, на что еще? На все. То есть, скажем так, влияние Иисуса, Его присутствие в мире на историю, оно не просто как бы ключевым было, да? Оно было, скажем, он не просто переключает, он сам излом, да? Он сам и есть история новая, да? То есть его влияние трудно с чем-то, с каким-то другим сравнить. И вопрос такой, а почему Бог избрал Марию? О ней мы ничего не знаем. Просто нам сразу говорят, вот была девушка в Назарете, ангел к ней пришел и что-то сказал. Но на самом деле ответ такой, мы не знаем, почему он ее избрал. Вот. Мы видим, что по каким-то причинам Бог ей благоволит. Но, опять же, возможно, ответ кроется в ее ответе или в ее реакции. И как бы есть три новости, да? Первое. Ангел говорит, ты забеременеешь, родишь сына. Замечательно. Хорошая новость? Замечательная новость. Он родится, чтобы изменить историю, но это вообще круто. Ничего себе, как бы прилично. Но есть но. Беременеть придется без мужчины и до брака. Оба варианта так себе, да? И вот смотрите, что не так с ответом Марии? Давайте вернемся. Смотрите. Она говорит, она спрашивает, как это может быть? В принципе, нормальный вопрос, да? Он говорит, ты родишь? Она говорит, как это может быть? Но следующее вообще, как бы, ведь я еще не была с мужчиной. А что предполагается, что? То есть она помолвлена за хорошим человеком, и через какое-то время у них планируется брак. И ангел говорит, ты родишь сына, и если бы, скажем, нормально, да, я выйду замуж, я рожу сына. Нормально же, да? Как бы вопросов нет. А почему она ссылается, что я еще не была с мужчиной? Значит, у нее какое-то понимание того, что это должно случиться прямо сейчас или раньше намного, да, уже есть. И она, согласно этого, в понимании спрашивает, как это, я же не была с мужчиной? Значит, ангел ее не отговаривает. Он говорит, да, все правильно, мужчин здесь вообще не будет, вот. Но сама ситуация не очень. То есть, смотрите, где у нас
где у нас не очень ситуация, а беременеть-то до брака придется, и ей потом в последующем ей это вспомнят. Легко посчитать время рождения и время бракосочетания, да, и 2 плюс 2 можно сложить. Вот, то есть, есть ли здесь для нее потенциальная опасность, есть ли здесь для нее какой-то вызов? По поводу, давайте вернемся чуть, я отвечу на вопрос, чем отличается, почему Бог наказал Захарию и похвалил Марию. Вот, я думаю, сестра подметила, Наталья, правильно, что если дословно, Захария говорит, откуда я узнаю это? То есть Захария требует доказательств, а Мария спрашивает, как будет это? То есть она доказательств не требует, она требует объяснений, да, как это будет. Вот, это первое. А второе, если мы прочитаем отрывок про Захарию, там есть такое, что Захария был чрезвычайно поражен и испуган. Дословно, страх его накрыл. Он испугался просто вот в усмерть. А Мария, она просто сильно взволновалась, или их реакции совершенно разные. И вот из этих двух, я думаю, Захария испугался, поэтому он и потребовал доказать, то есть и в состоянии страха он как бы не способен был ответить доверительно. За это его и наказали. Это моя версия, вот, она не претендует быть единственной. Если у вас есть лучшее объяснение, пожалуйста, я буду рад, если вы поделитесь. Ну вот, смотрите, что у нас есть. У нас есть младенец, который родится и изменит всю историю, да? А что это значит для Марии? А что это значит для нас? Ну вот как вы думаете, Мария испугалась или нет? Когда ангел ей сказал, у тебя будет сын, и он будет... Испугалась? Как? Удивилась. Испугалась, удивилась. Удивилась, испугалась. Но ангел же говорит, не бойся, да? И Захарии, и Марии, он обоим говорит, не бойся. Но если Захария пошел на поводу своего страха, то Мария, скажем так, не пошла. Но я думаю, она испугалась. Почему? Потому что, опять же, если вспомним Евангелие от Матфея, что Иосиф хотел сделать? Вернуть ее домой. Потихонечку, как приличный человек. А почему? А вот как объяснить будущему мужу, что ты беременна? Задолго до свадьбы. Как объяснить? Скажем так, эта ситуация совершенно неприятная. Вот. Понимала ли Мария вот до конца, как будет все? Возможно, нет. Но женщины обычно чувствуют, да? Все не понимают, но они быстрее чувствуют, как это все, к чему может все это привести. Я думаю, ощущение того, что была угроза, там это мог быть не просто внутрисемейный тихий скандал, это мог быть и громкий скандал, и потеря репутации, и следующий, там она никогда не вышла бы замуж и так далее. То есть это, скандал мог быть на всю жизнь, да? Вот. И требовалось ли от Марии шаг доверия? Какой антоним слову страх, то есть противоположность, какой бы вы назвали? Противоположность страху что? Смелость, доверие, отвага, бесстрашие, мужество, слабоумие и отвага. Доверие мне больше нравится. Потому что, смотрите, там, где есть страх, там нет доверия. И наоборот, там, где есть доверие, там страха нет.
Да? И в этом смысле доверие и любовь, они где-то, может быть, рядом, потому что как в любви нет страха, да? То есть вот один британский писатель сказал, насколько человек побеждает страх, настолько он человек. То есть страх – это нормальная реакция, но насколько мы ведомы им. И смотрите, мне кажется, стоит Марию сравнить с Авраамом в этом отрывке. Почему? По ответу. Авраам, когда Бог призывает Авраама, он что говорит? Помните, иди на гору. Он говорит, Авраам, он говорит, вот я, иди на гору Мория. Вот я, да? А Мария что отвечает? Вот я, раба Господня. Их ответы похожи. И, на самом деле и их и пути похожи. То есть, как Авраам отводит своего сына, так Мария, она поведет своего сына до конца. Она будет с ним до конца, до последнего вздоха. Да? Она еще не знает этот путь, но вот этот ее ответ, он, скажем так, Бог бросает вызов, Бог призывает пойти путем. И рождение младенца – это не просто день рождения Иисуса, это путь веры, и это путь веры Авраама. И кто-то знает, кто такой шестой игрок в баскетболе? Лев? Нет. Кто знает? А на прошлом служении были баскетболисты. Вот Андрей знает. Лучший, вот я, чтобы слышно, шестой – это лучший игрок. Его задача в том, чтобы, когда команда выдохлась, придать новые силы, правильно? И вот он в любой момент должен выйти, он сидит и ждет. Но когда нужно, он выходит и делает игру. Он не звезда, он может сыграть за нескольких, да, за любого. Вот. Но от него очень много. Его задача, у него две задачи. Сидеть и ждать – это первое. А вторая – быть готовым выйти в любой момент. Так вот, Мария, она ничего не делала. Но она была готова. Да? Она шестой игрок. Вот, смотрите, то есть Бог бросает вызов его рождения младенца, рождения Иисуса. Это вызов, это не день рождения. И этот путь, этот вызов связан с верой. И этот путь будет похож на путь Авраама. Этот путь, это не прогулка по райским кущам, это призыв к приключению. Но оно будет и опасным, но оно будет и радостным. Вот, поэтому прежде чем Бог начнет менять мир, Он просит нас измениться. Он просит принять этот вызов. А чтобы принять, нам нужно стать другими. А что вы думаете? Что вы думаете о том, что Мария самая влиятельная женщина в истории? Согласны? Нет? По версии журнала People или Forbes. Согласны. Так просто согласились. Ну, столько католиков, столько православных. Да. Ну, ладно. Хорошо. Смотрите, с одной стороны, Мария ничего не сделала. Согласны же? Ну, особо. Все женщины рожают. Я не скажу, что это ничего особенного, но, скажем, это ничего особенного в сравнении со всеми женщинами. И она должна родить. Так? Сейчас это легко, потому что рожать без проблем. А в то время это был позор. И она решилась, это все-таки героизм. Смотрите, задача несложная, но ответственная. Она должна родить уникального ребенка. И рождение этого ребенка сделало ее одной из самых влиятельных женщин.
Давайте поговорим немного об успехе. Как вам утверждение, успешные люди сами создают возможности? Согласны с этим? Не согласны? Так. Ладно, давайте так. Возможно ли повторить чей-то успех? Давайте опять же определимся, что такое успех. Ну вот мое определение. Успех – это признание положительного влияния. Например, я изобрел лекарство, которое поможет людям. И что такое успех? Успех – это когда мое изобретение меня признали, сказали. Да? То есть я бы не ставил знак равно успех и деньги. Например, вот я нашел 10 тысяч долларов. Я успешный человек или нет? Ну, я просто везучий. Да? Или возьмем, давайте так, вот мать Тереза, да? Она не была же богатой, но была она успешной? Ну, смотрите, я бы разделил эти вещи, что, допустим, успех – это не равно деньги. Например, вот дети Уоррена Баффета, они богатые, а они успешные. Их влияние какое? Мы не знаем. Мы вообще понятия о них не имеем, да? Вот. Но они обеспечены. А вот, допустим, та же мать Тереза, или там Ганди, или еще там, не знаю, Вавилов, они на мир повлияли? Да. Они положительно повлияли? Да. Их влияние признано? Да. Они богаты? Нет. То есть вот эти две вещи я бы поделил. Как бы богатство и успех – это, на мой взгляд, разные вещи. И вопрос такой, а можно ли повторить чей-то успех? Можно как? Саша, Леонид. В спорте можно повторить. Так, Лев. Женя. Как вы думаете? Успех можно повторить? Или нельзя? Смотрите, есть, давайте там бизнес возьмем, есть технологии, да? Технологии найма, технологии выстраивания организации, там, финансовое планирование, и так далее, да, капитал, Но это все повторяемо, воспроизводимо? Да. Что трудно повторить или невозможно? Две вещи, на мой взгляд. Первое, это личность. Допустим, я бы нанял других людей, я бы к другим клиентам пошел, я бы заключил другие сделки, в отличие от вас. Но также и вы, в отличие от меня, сделали бы по-своему. Да? Потому что мы просто разные. Находясь на одном и том же месте, мы будем поступать по-разному. Да? Личность не копируется. Второе. Возможности. Например, Томас Эдисон изобрел лампу накаливания. И у меня этой возможности уже нет. Я бы ее хотел изобрести. Но ее уже изобрели. Или изобрести лампу, которая работает на ядерном топливе. Этой возможности еще нету, и поэтому я тоже не могу это. То есть возможности, они приходят и уходят, они появляются. А вот теперь смотрите, у нас есть личность и есть какая-то возможность. Если мы их соединяем, получается вообще, скажем так, уникальная ситуация. Да? И она драматически повлияет на весь этот суп, в котором все остальные компоненты. Да? Она изменит вкус всего. И этот вкус ни на что не будет похож. То есть повторить успех нельзя. Вот. А что это значит? А это значит, что Мария не планировала и не стремилась к успеху и к влиянию. Да? Откуда она знала? Вот откуда? А что она будет самой влиятельной женщиной в истории? А вот мне сегодня с первого служения сказали, а ты знаешь, сколько Аве Мария написано? Я так думаю, да и понятия не имею. Очень много. Это даже сходу, да? И
если бы ее спросили, Мария, в чем успех? Она бы сказала, ну, я не знаю. А потом бац, и на всех обложках икон, да? Iconic бренд. Вот. В прямом смысле. Вот. Во-вторых, назначить вот этих людей, вот эту семью, быть центром истории — это исключительно инициатива Бога. То есть он говорит, я хочу войти в мир здесь, вот в это время, именно вот таким способом, именно вот так, да, именно в этой семье. И он этот момент готовил. И это его инициатива. Он решил так. И все, кто были рядом, просто оказались в центре истории. Но что нужно отметить? Бог, он не самовольно, да, он оглашает, что он будет делать, и он ждет реакции, он ждет ответа. Это не то, что да мне пофиг, что вы думаете, я вот так сделал. Нет, он ждет ответа, и ответ для него очень важен. И в-третьих, уровень влияния невозможно запланировать. Например, вы лидер малой группы в 10-15 человек, или вы написали книгу, которая повлияет на сотни, может быть, тысячи людей. Или вы воспитали гения, который изменит историю. Это тоже влияние. И это запланировать невозможно. Отсюда вывод. Можно ли повторить успех? Трудно. А кто-то знает, что такое IFES, организация такая? Кто-то слышал, не слышал? International Fellowship Evangelical Students. Международная, значит, организация евангельских христиан. Фотка из 90-х. В общем, здесь на этой фотке есть пастор одной церкви из Астаны, Алексей Банников. Вот он выходец из этой организации, из 90-х. Вот. Есть, скажем так, лидер этой организации. Так вот, история такая. Вот этот человек в очках слева, второй, его зовут Дэн. Он в свое время говорит, я вообще в Казахстан, не хотела ехать. Вообще никак, планов не было. Но, говорит, Бог мне вот такую устроил, душняк, да, что у меня, говорит, выбора не было. Я, говорит, когда приехал, я, все отпустила. То есть он не хотел, но он принял вызов. И этот вызов повлиял на историю здесь. То есть история христианских лидеров, история христианского движения, церквей. Во многом благодаря вот этой организации была основана церковь «Родник» в Усть-Каменогорске. Вот сейчас есть церковь «Шанрак» в Астане. Некоторые служители в нашей церкви есть из этой организации. Поэтому есть университет, в котором преподают, вот опять же, служители или лидеры. В общем, скажем так, Бог бросает вызов, и когда мы этот вызов принимаем, Он что-то начинает делать, и что-то очень хорошее. Положительно влиять на этот мир. В общем-то, я о чем хотел сказать? Что мы часто считаем, что мы должны изменить мир, но вот себя мы этой частью не видим, да, частью этого мира. То есть мы хотим навести порядок вокруг нас. Но мы не считаем, что мы должны внутри, да, наводить порядок. Мы хотим воспитать детей хороших, но мы забываем, что они берут пример-то с нас. Как воспитать хороших детей, если у них не очень хороший пример? Вот это вот вопрос. И мы считаем, что там организации, правительства должны быть щедрыми, да? И забываем, что мы-то не всегда щедрые. Вот. То есть все вокруг требует изменений, кроме одного. Есть одно совершенство, его нельзя трогать. И
его некуда улучшать, и оно стоит перед вами. Да? Ну это шутка, что вы. Вот. То есть ошибка в том, что я себя частью не воспринимаю этого мира. Я тот, что не обязательно улучшать, нужно улучшать все. А я об этом только могу подумать. Да? Вот. Но Бог сначала бросает вызов лично нам, лично каждому. И Он хочет изменений, Он хочет увидеть эти изменения. И эти изменения – это ответ веры, это путь веры. То есть путь веры, он предполагает колоссальные изменения, он предполагает колоссальное доверие. Путь веры – это вот реальный вызов. И рождение или весть о рождении младенца – это прежде всего вызов нам. Это вызов веры нам. И принимая этот вызов, Бог уже позаботится о том, каким будет влияние и каким будет наш успех.